Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале Уральская кудесница. Меня зовут Ната. И сегодня у меня очередное видео, в котором я буду использовать пиццу. Как говорится, пицца в быту. Буду делать декоративную подушку, и будет она у меня в ярко-красных оттенках. Итак, что мне для этого надо? Ну, конечно, первое – это пицца. Пиццу я сделала за кадром, чтобы не тратить ваше время. И я думаю, очень многие знают, как делается пицца. А если вы вдруг не знаете, то в предыдущем видео я все показала. Пицца на этот раз у меня яркая, лоскутки зеленые с красным. На таких пиццах, девчонки, можно учиться стегать. Я сейчас помешана на стежке, тренируюсь. И вот на таких работах можно это смело делать. Вроде как бы и не выкинуть, да, так на лоскутках, если тренироваться, мы же потом эти лоскутки выкидываем, потому что у нас получаются такие калябы-малябы. А вот на пицце можно использовать, тем более у меня здесь этого видно ничего не будет. Девчонки, пицца у меня, размер моей пиццы 35 на 35 сантиметров. Это у меня будет лицевая сторона моей подушки. А сверху у меня будет вот такой отрез. Это, девочки, ткань БУФХС. Укорачивала клиентке пальто. Здесь немножко его моль подчикала внизу, поэтому укоротила. Но лоскуты не выкинула. Уж больно мне понравилась ткань, сам цвет. И решила использовать. Здесь у меня отрез, ну, вернее, квадрат 30 на 30 сантиметров внутри. То есть вот так у меня будет лицо. И, конечно, 35 на 35 сантиметров мне надо было джинсу. Ну, такой джинсы у меня нет. Это все-таки брюки БУФХС. Поэтому будет состоять из двух кусочков. За кадром все это сошью. Все. И обратная сторона подушки у меня будет тоже ярко-красная. Но так как цельного куска 35 на 35 я не нашла, а нашла вот, ну, имею у себя только вот такие лоскутики. Посмотрите, где-то они еще проклеены на флизелин, где-то нет. В общем, сошью обратную сторону подушки из этих кусочков. И вот сейчас такой момент. Я приобрела, девчонки, еще, как же он называется? Господи, с головы выпало. Сейчас скажу, сейчас вспомним. Поролон, господи. Поролон толщиной 1 сантиметр. На Валбересе я приобрела. Поролон очень хороший, качественный, практически ничем не воняет. У меня с запахом проблемы, ненавижу плохой запах. С поролоном мне повезло, хотя в комментариях многие пишут, что приходит поролон, ну, такой с запахом, а этот нормальный. В общем, я возьму кусок поролона. Сначала сошью все эти лоскуты в одно полотно, затем на низ положу поролон и какую-нибудь скользящую ткань, наверное, фатин. И попробую, девочки, сделать вот на этом лоскуте стежку, но стежку с самыми простыми прямыми строчками, с самой простой обычной лапкой. Не лапкой для свободно ходовой стежки, а простой обычной лапкой для швейной машины. И сделать стежку прямыми строчками. Надеюсь, что у меня что-то получится. Продолжаю работать над обратной стороной подушки. Я здесь делаю стежку прямыми стежками. Итак, слишком разгуляться мне здесь не пришлось, так как я хочу все-таки замаскировать вот эти соединительные швы, при помощи которых я, конечно, все вот эти 6 кусочков соединяла между собой. В общем, мне надо их замаскировать. Поэтому квадратики у меня здесь не получились, а вот такие печенюшки. Итак, девчонки, сначала я, ну, конечно, расчертила все это на прямоугольнике и прошла с декоративной строчкой. На моей машинке строчка L. У меня Janome VS56S. В общем, вот такая модель машинки, и строчка у меня буква L. Работала я сначала темными нитями. Теперь я возьму нити светлого цвета, ну, более светлые, чем мое полотно, и буду дальше работать ими. Строчки я делала декоративные просто на ткани. Посмотрите, с изнаночной стороны лучше видно. Ничего сюда не подкладывала. Но вот в данный момент я сейчас буду делать диагональные стежки. То есть в каждой печенюшке у меня будет прошита диагональ. И уже беру вот эту ткань, которую я приобрела в магазине, 1 метр ткани. Кстати, мне пришло сообщение, что в Тюмени такая ткань стоит 171 рубль. Ну, вообще, конечно, в Тюмени я была. Не в самой Тюмени, а на горячих источниках была. Мне очень понравилось. Обожаю их горячие источники, но не так часто езжу, так как Тюмень от нас, конечно, далеко находится. Итак, под низ кладу вот эту техническую, ну, я буду говорить техническую ткань, потому что как по-настоящему называется эта ткань, мне, честно говоря, не выговорить. Мой язык этого не выдержит. Беру нити светлого цвета и буду растрачивать вот такие диагональные стежки. Продолжаю, девочки, продолжаю работать. Сделала я диагональные строчки по моим печенюшкам. Вот так у меня выглядит все с изнаночной стороны. Не очень, конечно, это все презентабельно. Вообще, кстати, настроение у меня такое сейчас отвратительное. Пришел мне комментарий
творческую студию от очень неприятного человека. Человек-блогер, человек сам рукодельник, хорошая, в принципе, швея, которая, как бы сказать, унизила своей статьей других мастеров. Мне она ставила хороший такой комментарий, но, знаете, это как сказать, как испачкаться в чем-то склизком, когда понимаешь, что это не от души. Лучше плохо, чем вот так вот гадко хорошо. Отвлеклась я опять от темы. Может быть, когда-нибудь выпущу видео, такую болталку. Ладно, все, не сейчас. Прям настроение мне она испортила этим комментарием. Простите, так, немножко нервничаю. Итак, я сделала такие диагональки на своей печеньке. Вот так это выглядит у меня непрезентабельно с обратной стороны. Блин, не могу. Теперь что я хочу сделать? Я взяла кусочек поролона, покупала его на Валбересе, толщина 1 сантиметр у меня. Сверху накладываю свою заготовочку. Получится она у меня такая толстенькая. Ну, вот, попробую, что хочу. А на обратную сторону, чтобы мне было легко строчить на машинке, чтобы было скользко, я вот остатки этого тюля сделаю. Вот так вот все приложу. И, девочки, сделаю всего лишь строчки вот по этим линиям, которые у меня здесь были намечены, но сейчас стерлись. В общем, здесь буду попадать прямо шов в шов. И посмотрю, что у меня получится, какая стежка. Я думаю, что она будет более выпуклая. И как раз спрячу вот эти швы, которыми я соединяла лоскуты. Сейчас я поработаю над лицевой стороной подушки. Итак, сшила 2 кусочка джинсы, получила лоскут, который мне нужен. Нашла центр. Из центра отложила несколько окружностей. У меня их 6. Если кому интересно, маленькая окружность у меня 4 сантиметра. И каждая последующая окружность была 1,5 сантиметра. Но где-то у меня это получилось, где-то нет. А циркуль у меня вот такой самый обычный. В общем, что получилось. Затем это не будет очень заметно. Это прямо не черчение. Дальше. Что хочу сказать. Если бы не было шва, это было бы намного круче. Но такой ширины джинсы у меня нет. И было бы намного, мне кажется, поинтереснее, если бы у меня вот этот лоскут красный был тоже размером 35 на 35. Но я имею то, что имею. Поэтому и окружности у меня вот в количестве 6 штук. Если бы было больше, я бы, конечно, сделала окружности больше. Но, думаю, возможно, и так тоже будет интересно. Итак, сейчас я возьму пиццу. На пиццу кладу сверху вот этот красный драп. И такой момент. Я его кладу лицевой стороной вниз, не вверх, как делается на синеле, а вниз. Здесь у меня вот даже уголочки очерчены. Все вот таким образом. И дальше накладываю сверху кусочек джинсы. Совмещу в центре. Сколю это. Так, я буду скалывать по драпу, чтобы никуда ничего не убежало. И теперь на машинке я прошью все эти круги. Работать не буду, наверное, нитью красного цвета. Раз у меня подушка такая ярко-красная, то и эти круги я буду тоже прошивать нитью красного цвета. В общем, девчонки, работаю. Итак, девчонки, строчки я проложила. Но смотрите, такой момент. Ткань у меня немножко повело. Шила я все в одном направлении. А я так думаю, надо было один круг сшить по часовой, другой против часовой. Ну и вот так вот пойти. Тогда бы ткань, простите, у меня так не завернулась. Но это джинсы стретч. Ну, в общем, получилось то, что получилось. Обязательно, конечно, это все я выровняю. Теперь я буду делать, как в обычной синели, надрезы между этими строчками. Самое главное не прорезать пиццу. Я прорезаю джинсу и я прорезаю вот этот красный драпчик. Я даже не знаю, скорее всего, это не драп, это что-то такое трикотажное. Прорезать можно любыми инструментами, которыми вам удобно. Но следите за тем, чтобы не прорезать то, что вам не нужно. Разрезы я сделала, все прорезала и сразу начертила через центр 8 вот таких отрезков. Это лучи, которые все сходятся в центре. И теперь по этим лучам я буду делать строчки. Девочки, у меня есть очень подробный мастер-класс, где я делала коврик в технике синель из джинс, и там я применяла вот именно этот способ.
очень подробно в этот раз останавливаться не буду, чтобы не тратить ваше время. Вот постараюсь сейчас объяснить, и вы точно все поймете. Я буду прокладывать строчку от наружи круга к центру, не наоборот. Хотя можно делать это наоборот, опять говорю, как кому нравится. Итак, я прокладываю строчку. Здесь у меня все идет прямо. Затем я захватываю вот это разрезанное место, помогаю себе распарывателем, отгибаю и дальше прокладываю строчку. На следующем разрезанном месте, на следующей окружности я опять захватываю, опять отгибаю и прокладываю строчку. И так делаю к самому центру. Вот так. Так как ткань я сделала лицевой стороной вниз, у меня получается лицевая сторона сейчас идет наружу. Это очень актуально для тех тканей, у которых слишком сильно отличается лицо с изнанкой. Если бы я положила, как в обычной синели, лицевой стороной вверх, то у меня бы здесь была изнаночная ткань, то есть изнаночная сторона, и это было бы некрасиво. В общем, девчонки, делаю один лучик до центра, делаю другой лучик до центра, третий, у меня здесь их 8, как и говорила, вы можете сделать их больше, возможно, я где-нибудь что-то добавлю еще. Затем сшиваю изнаночную сторону подушки с лицевой, набиваю, ну, конечно, это все выровняю и уже покажу вам готовое изделие, потому что здесь совершенно сложного ничего. Закончила я полностью работу над своей декоративной подушкой. Вот так у меня выглядит обратная сторона подушки, но вот сейчас смотрю и понимаю, что такая сторона может быть и лицевой. Здесь у меня стежка прямыми строчками и теми фигурными строчками, которые имеются на машинке. Немножечко такой у меня есть 3D-эффект. Конечно, в голове я представляла другое, но и то, что получилось, в принципе, меня особо не огорчает. Стегала я здесь, делала строчки сначала просто по ткани, потом подкладывала техническую ткань, а затем уже тонкий поролон. И от этого вот получился такой немножко 3D-эффект. Вот такие мои печенюшки. Итак, это обратная сторона подушки. Сейчас вам покажу лицевую сторону подушки. Вот так выглядит у меня лицевая сторона подушки. Здесь я, девчонки, добавила еще лучиков. Мне показалось, что тех 8 лучей было маловато, и между ними я добавила еще одни. Также отгибая прошивала, но если я в первом случае прошивала полностью, отгибая ткань до самого центра, то те лучики, которые я сделала между первоначальными, я здесь, смотрите, отгибала только раз, два, три, четыре. Только 4, как бы сказать, окружности вот этих. Раз, два, три, четыре. А эти две, которые были внутри, я, наоборот, отгибала сюда. В общем, вот такая у меня получилась то ли звездочка, то ли цветочек внутри. Немножечко простегала. Попозже это еще вот так вот все обмухрится. И знаете, ведь идея это была, надо было показать пиццу, а как бы получается пицца-то там вся внутри, и мне показалось слишком темно вот в этих углах. Смотрите, я вырезала самые обычные кружочки. Ну, сначала нарисовала их, сделала строчку и просто убрала лишнюю джинсу. Я думаю, так выглядит поинтереснее, как-то она более ярче, чем без этих кружочков смотрелась. И еще, если вы хотите, чтобы больше было видно пиццу, то швы надо было, которые вот окружности мы делали, у меня, по-моему, 1,5 сантиметра, не помню уже, делать 2 сантиметра. И разрезать немножечко по-другому, неровно, как я резала, да, чтобы у меня с одной стороны и с другой было ровно, когда я прирезала окружности, а делать наоборот, одну сторону меньше, другую больше, тогда при отгибании у вас будет больше виден красный цвет и больше видна будет пицца. В общем, вот такая у меня подушка. Здесь у меня применено несколько техник, я считаю, наверное, 3 техники. Первая техника – это пицца, да, затем вот такая техника стежка прямыми строчками. И вот такая, ну, синель, наверное, скорее всего. Да. Ну, еще и прорезная аппликация. Аж даже 4 техники. 4 техники в одной работе. Я думаю, круто. В общем, я довольна своей подушкой. Очень нравится мне, конечно, моя и предыдущая подушечка. Я их оставляю себе и прямо вот еще поработаю над декоративными подушками, которые увезу на дачу. В общем, девчонки, вот такие у меня работы. Если вам моя работа понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Я занимаюсь не одним видом творчества, рукоделия. Учусь. Учусь тем техникам, которые не знаю. Совершенствуюсь. Ну и делаю это все на камеру. Также оставляйте мне свои комментарии. На все комментарии я отвечаю. В общем, оставьте какую-то реакцию на мое видео, чтобы я понимала, что люди это смотрят и кому-то это интересно. Ну все, теперь я с вами точно прощаюсь. Желаю вам счастья, здоровья, мирного неба над головой, хорошего урожайного лета. Пока-пока. До встречи на моем канале.